Привет, друзья! Вы на канале Каревы Жизнь на Кипре. Сегодня 1 декабря, и я вас поздравляю с зимой. На Северном Кипре плюс 22 градуса. И мы для вас сегодня решили снять очень познавательное видео, в котором расскажем, почему возникли проблемы у многих людей при получении ВНЖ на Северном Кипре, а также какие произошли изменения при обмене водительского удостоверения. Досмотрите наше видео до конца. Итак, друзья, мы с вами прогуляемся по городу Фамагуста. Я хочу, чтобы вы посмотрели, какие здесь дороги, какая инфраструктура, архитектура. Многие задают вопрос, спрашивают про Фамагусту и никогда здесь не были. Вот сейчас мы с вами прогуляемся по улочкам Фамагуста, и вы посмотрите, что себя представляет этот город. И я начну с главной такой новостью, с главной проблемой, с которой столкнулись множество людей, которые делали себе ВНЖ по высокому доходу, либо по аренде. Это так называется, по высокому доходу. Для того, чтобы открыли ВНЖ по высокому доходу, по аренде, необходимо было показать на счету выписку с банковского счета 3 минимальные зарплаты, умноженные на 12. В среднем это около 20 тысяч долларов на одного взрослого человека. Детям делать не нужно ВНЖ до 18 лет, поэтому делают только взрослые. И поэтому вот если, например, в семье 2 человека, муж, жена делали, им нужно показать у одного 20 тысяч долларов на счету и у другого. Раньше ВНЖ давали на год по высокому доходу. Сейчас участились случаи, дают на полгода. Для того, чтобы продлить ВНЖ по высокому доходу, то бишь по аренде, сейчас требуют все в полицию принести выписку с банковского счета о движении денежных средств за последний период, полгода. Должны посмотреть, как вы жили, чем вы пользовались, не положили ли вы эти денежные средства на счет сначала мужа, через 2 дня жене перегнали, а затем вообще сняли и отдали своему какому-то знакомому или другу, кто вам помог это сделать. Очень начинают сейчас фильтровать приезжающих, и хотят, чтобы люди оставляли здесь деньги. Здесь нету никаких норм, что там обязуют столько-то тратить в месяц. Но есть определенные сейчас моменты по движению по счету. И положить на счет деньги, а на завтра снять уже так не получится, либо вам не продлят. И есть случаи, кому отказывают, кто не предоставляет такую справку, больше ВНЖ им не дают, и люди будут вынуждены покинуть остров. Многие люди здесь работают онлайн и не платят налоги острову, либо не работают, но тем не менее пользуются дорогами, пользуются всеми благами острова, пользуются государственными школами. И Республика Северный Кипр ничего не имеет с этих людей. А еще если эти люди и не тратят достаточное количество денег и никак не приносят прибыль государству, то, конечно, государство не хочет таких людей видеть на острове. Не секрет, что Северный Кипр – это не богатая страна, она развивающаяся, она требует, она нуждается в наших средствах и очень лояльно относится к людям, которые покупают недвижимость и рассрочки предоставляют застройщики. Следовательно, застройщики некоторые не за собственные деньги строят объекты, а берут же кредиты в государстве. То есть государство предоставляет застройщикам такие кредиты, выделяет земли,
разрешает строительство для того, чтобы далее застройщик строил, продавал и люди покупали. И если не покупают, арендуют, тогда Северный Кипр хочет, чтобы в казну приходили какие-то деньги от людей для даже медицинского какого-то обслуживания. Если вы сделали ВНЖ, у вас есть страховка такая государственная, но тем не менее вы можете обращаться в государственные бесплатно больницы. Страховка государственная, между прочим, она такая копеечная, что там даже цифру я не знаю и не помню, потому что она очень мизерная. И, естественно, это все делается за счет денежных средств Северного Кипра. Вот. И поэтому вот такая вот ситуация сейчас. Обратите внимание, кто хочет делать ВНЖ или продлевать по аренде. У вас будут спрашивать выписку со счета. Некоторые предоставляют выписку с банковского счета российского, например, кто пользуется российской карточкой, или белорусского и так далее, Казахстана. Просят перевод. Не могу сказать, что всех пропускают. Я не знаю этой информации. Я знаю, что люди как-то стараются выкрутиться. И вот надо, чтобы единственная карточка, счет был на его имя. И вот чтобы там было видно, что вы этой карточкой пользовались именно на территории Кипра. Жили за эти деньги. Вот. Дорогие подписчики, мы для вас снимаем максимально полезную информацию про Северный Кипр и рассказываем, начиная от бытовых каких-то моментов, заканчивая более серьезными. Мы являемся также консультантами по недвижимости на Северном Кипре. И, обратившись к нам, вы можете быть уверены, что наши менеджеры, профессионалы помогут подобрать недвижимость под ваши цели, бюджеты, именно ту, которая вам принесет пользы. Проанализировав рынок, изучив районы, изучив рост цен, изучив рынок продаж, мы знаем, где какую недвижимость выгоднее покупать на сегодняшний день для того, чтобы вы могли, например, ее перепродать, для того, чтобы вы могли ее сдать в аренду, либо для комфортного проживания. Иногда у человека есть запрос, но он на самом деле до конца не знает Северный Кипр, и он вот хочет, например, хочет виллу в горах. Но он не понимает, что дети его будут сидеть дома, они никуда не смогут выйти, да, красивая вилла, о которой он мечтал, а дальше что? И в итоге получается, что человек приезжает и совершенно покупает в другом месте, совершенно другой объект. Поэтому я рекомендую вам, если кто хочет купить себе недвижимость, особенно для жизни, не для инвестиций, для жизни, то, пожалуйста, приезжайте и на месте изучайте районы, и на месте изучайте объекты и покупайте. Потому что иногда вы, посмотрев видео по YouTube, еще на каких-то каналах, в каких-то соцсетях вы можете немножко неправильно сделать свой выбор. И для того, чтобы вот не было таких моментов, я всех приглашаю в смотровой тур. Смотровой тур 3-5 дней мы организовываем. Он абсолютно бесплатный. Вас бесплатно встретят в аэропорту, довезут до апартаментов. Мы стараемся, чтобы наши клиенты жили в самых комфортных апартаментах. Также наши менеджеры с вами будут 3 дня ездить по застройщикам, вы будете смотреть разные варианты, разные районы. И также мы покажем вам вторичную недвижимость, если вы хотите, у вас есть 100% оплата. То есть у нас очень большая база, и мы полностью доверяем нашей компании, партнерами, которой мы являемся, и, обратившись к нам, то вы знаете, что вы точно найдете дом своей мечты. Вторая проблема, с которой сталкиваются сейчас люди, и даже я не скажу, что проблема, но произошло такое изменение, это обмен водительского удостоверения. Для того, чтобы управлять автомобилем на Северном Кипре, вам необходимо кипрское водительское удостоверение. По своим местным правам вы можете ездить не более 3 месяцев с даты въезда на остров. Уехать и приехать это не считается. Вы должны, вот как вот вы приехали, все, 3 месяца, только вы можете поездить, остальное время, и все, вы должны получить кипрские водительские удостоверения, вы не имеете права пользоваться своим.
Но важный момент, вы должны получить ВНЖ. То есть, следовательно, если вы больше 3 месяцев на острове, то у вас уже должно быть ВНЖ, и вы, следовательно, должны получить ВНЖ и далее водительское удостоверение. Без ВНЖ водительское удостоверение не дают. Так вот, раньше у меня был такой вот, кстати, тоже вот вопрос, почему россияне и украинцы могли приехать и в течение недели обменять свое водительское удостоверение за, по-моему, 400 лир. Это там в районе $20. А белорусы и люди из Казахстана, неважно, есть у вас удостоверение, нету, это у тех, это относится вообще, когда обменять, это относится к тем, у кого уже было до этого удостоверение. Казахи и белорусы должны были заплатить, суммы были такие, вот мой муж учился, он платил 3500 лир в прошлом году, это было $250, около 300. Сейчас стоит 6000 лир, ну, тоже, можно сказать, $300. И надо заплатить $300 и сдать устный экзамен, сдать вождение, ходить на уроки вождения. Весь этот процесс занимал от 3 недель до 2 месяцев. И только потом им выдавалось водительское удостоверение. То есть мог бы парень молодой, которому 20 лет, который даже, может, не водил, но у него есть права, он там отучился в России в автошколе, он сюда приезжает и за неделю меняет. А мой муж, у которого удостоверение 20 лет практически, он должен здесь еще учиться, еще заплатить намного больше, чем этот парень. То есть у меня всегда этот вопрос, кстати, был. Почему так? Ну вот сейчас смотрите, что сделали. Я вообще хотела бы, конечно, чтобы просто нам также, белорусам и россиянам, и казахам, как делали, как и россиянам, украинцам. Но они как поступили? Они, наоборот, в другую сторону все. В общем, сейчас для того, чтобы вы получили кипрское водительское удостоверение, вы должны, это, кстати, действует 180 дней, полгода это изменение действует, а далее его будут еще пересматривать. Но я не думаю, что его будут в какую-то облегченную, то есть все равно я думаю, что это останется. Значит, вы должны прийти в автошколу, не имея значения, вы там россиянин, украинец, белорус или казах, вы должны прийти в автошколу местную, записаться, принести туда фотографию, ВНЖ, паспорт и водительское удостоверение свое и заплатить на сегодняшний день это около 6000 лир. Далее вам дадут книжечку, вы должны ее поучить, выучить и пойти на устный экзамен на английском или на турецком языке, сдать знаки. В ту же организацию, как и раньше, вот ходили белорусы и казахи. Это такое здание недалеко от полиции, возле Барыш-парка в Гирну, например, я скажу. В общем, нужно сдать устный экзамен, затем автошкола вам назначает несколько часов вождения. Я не помню сколько, 5 или 10 часов, или 8, это надо уточнять. И затем инструктор дает свое добро. Вы готовы или вы не готовы. Пишет вам разрешение, если вы готовы. То есть вы откатались с ним, он вам пишет разрешение. Все, здесь облегчили в том, что вам уже не надо сдавать вождение в той организации, где сдавали раньше. То есть уже инструктор, он на себя такое взял право, как ему дали такое вот право. Вот. Это, наверное, связано с тем, что, может, физически не смогут всех принимать. Почему-то вот инструктору дали такое право в автошколе, главному инструктору. И затем вам в течение какого-то определенного времени выдадут права новые. Вот это касается всех. И так обидно, что некоторые, кстати, вот мои знакомые, подписчики, просто знакомые россияне, они ждали, пока им дадут ВНЖ, пришли, чтобы просто поменять, заплатить там копейки, поменять без всяких проблем. Не успели, один парень не успел на один день. И сейчас вынужден заплатить, во-первых, 6000, учиться, сдавать устный экзамен, учить эту книжечку с этими знаками на английском, на турецком, и ходить на вождение. В общем, вот такие вот правила, поэтому на Северном Кипре сейчас все должны отучиться в автошколе, чтобы получить водительское удостоверение. Согласна я с этим или не согласна? Если честно, я вам скажу, что мы в своих странах учимся, и медосмотры проходим, и учимся по 2, по 3 месяца, и более. У нас очень качественное обучение, и я не знаю, почему здесь дополнительно нужно
еще что-то, чему-то больше обучаться. Я не могу понять, почему так вот решили. Возможно, потому что здесь правостороннее движение и есть определенные особенности. Возможно, поэтому. Друзья, мы для вас стараемся и снимаем видео про Северный Кипр. И также нуждаемся в вашей поддержке, в ваших лайках, в ваших комментариях, в ваших подписках. Для того, чтобы по алгоритму Ютуба он нас рекомендовал, вы не скупитесь и поставьте нам лайк. Также следующей новостью является то, что сейчас иностранцы смогут оформлять недвижимость в ТАПУ онлайн. Если раньше они должны были быть на острове обязательно, если раньше они должны были выписывать доверенности на адвокатов, в общем, там на самом деле были такие сложности, не просто человеку взять и приехать, где бы он там ни находился, согласитесь, это остров, и у кого-то нету загранпаспорта, у кого-то времени, у кого-то денег на билет, разные причины. А сейчас можно оформить свою недвижимость, которую купил, именно онлайн, подать заявку. Ну, это здорово. Я считаю, это хорошее изменение. Это связано с тем, что сейчас очень большой поток, очень много людей покупают и просто не справляются физически. Очередь на регистрацию уже было за 2 месяца вперед. И вот они ввели такую автоматизированную систему, ввели эти изменения. Я думаю, что это будет только плюс. И хорошо, что мы такими шажочками, но движемся к цивилизации. Так, следующей новостью положительной является то, что через 8-10 месяцев на Северном Кипре появится 4G и 5G. Был тендер, его выиграл Turkcell, и сейчас эта компания сделает все, чтобы мы здесь были современные и шли в ногу со временем. В предыдущем видео в плюсах и минусах Северного Кипра я жаловалась на интернет, я жаловалась на то, что здесь нету 4G, 5G, но вот, оказывается, скоро будет. Также я хочу сказать, что мы за последнюю неделю поменяли себе оператора, поменяли интернет домашний. До этого у нас был NetHouse, сейчас мы поставили Multimax Platinum. Он до этого у нас, кстати, тоже был на первой квартире. Мы были довольны. Сейчас мы снова к нему вернулись. Он стоит, конечно, не 200 лир, а 500 с чем-то лир. Но, вы знаете, намного лучше скорость, намного приятнее смотреть телевизор, какие-то программы. Муж с удовольствием смотрел футбол. Он, кстати, ради футбола, наверное, его и поменял. И последней на сегодняшней новостью хочу сказать о том, что все-таки не открылся аэропорт на Северном Кипре. Хотя открытие очень давно ждут. Сначала было запланировано на июль, потом на ноябрь. Сейчас перенесли на февраль. Ну, поживем увидим. Как сказали, что не хватило какого-то оборудования для того, чтобы принимать большегрузные самолеты. Здесь уже будут совершенно по другим технологиям выполнена взлетная полоса. И, в общем, не хватило какой-то технической базы для того, чтобы открыть аэропорт. Мы верим, мы хотим, чтобы здесь была местная компания с хорошими самолетами, чтобы мы могли спокойно летать в разные страны. У нас была такая связь. Хотя мы сейчас летаем, тоже самолеты летают регулярно каждый день через Стамбул, турецкие авиалинии, Пегасус. Но мы хотим, чтобы, конечно же, открылся аэропорт, и уже такие большие Боинги, серьезные, сюда прилетали. В общем, мы ждем. У нас сейчас очень комфортная погода. Среднюю обещают на декабрь 20 градусов. Это шикарная погода для экскурсий, для прогулок. Вы можете погулять, подышать свежим морским воздухом. Поэтому прилетайте на Кипр, мы вас ждем. Встречаемся на Кипре.